И явился ему Господь у дубравы Мамре. Когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, он возвел очи свои и взглянул, и вот 3 мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сарра, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей». А Сарра слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сарра, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын». Сарра же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ:
Вот я решился говорить владыке: я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: может быть, найдется там 40? Он сказал: не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30? Он сказал: не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20? Он сказал: не истреблю ради 20. Авраам сказал: да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал: не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место.